Неуважение. Северной Кореей управляли 3 поколения лидеров, так называемая династия Кимов. Они называют себя «уважаемый лидер» и продвигают идею того, что были выбраны богами на этот пост. Проявление неуважения к любому из лидеров недопустимо, а наказание за это крайне сурово. Причем оно выходит даже за рамки смертной казни. Одним из самых жестоких законов страны является закон наказания 3 поколений. Если один человек осужден за тяжкое преступление и отправлен в лагерь, его родственники могут быть отправлены вместе с ним, а следующие 2 поколения их потомков, уже рожденных в лагерях, также могут оставаться под заключением. Указ был введен в 1972 году Ким Ир Сеном, который утверждал, что должны быть наказаны 3 поколения преступника, чтобы можно было истребить потомков классовых врагов. Основатель страны Ким Ир Сен умер в 1994 году. Его часто называют вечным президентом и великим генералом. Ким Чен Ир, его сын, председатель или уважаемый лидер, а внук Ким Чен Ын, который пришел к власти после смерти своего отца в конце 2011 года, зовется верховным или уважаемым лидером. Рассказывают, что один журналист, который не добавил соответствующий титул в заголовок, был незамедлительно наказан. К счастью, просто отчитан. Прошу вас, помните, как зовут лидера. Всегда помните это. Привет, с вами профессор Гуглов, и сегодня мы с вами поговорим про 10 вещей, запрещенных в Северной Корее. Все жители страны носят на левой груди брошь с изображением лица Ким Ир Сена или Ким Чен Ира, или обоих. Эти брошки не продаются иностранцам. Самый распространенный дизайн значка – ярко-красный флаг с портретами 2 руководителей. Но не называйте их просто брошками, так как это слово не отражает их значение. Религия. Хотя Конституция Северной Кореи официально придерживается свободы вероисповедания, на практике все совсем иначе. Государство не одобряет религии, особенно западные верования, такие как христианство. Официальная идеология нации – чучхе, смесь марксизма и корейского национализма, созданная Ким Ир Сеном. Режим страны рассматривает любые действия вне этой доктрины как очень подозрительные. Если выясняется, что человек является христианином, его арестовывают и отправляют в трудовой лагерь. Таким образом, христиане вынуждены скрываться, а некоторые, в связи с рисками, не посвящают в свою религию детей. Исторически в Корее всегда было большое количество христиан. Миссионеры работали по всему Корейскому полуострову, а во время Второй мировой войны, будучи японской колонией, 5-я часть населения страны придерживалась христианства. По оценкам, около 500 тысяч из 2,5 миллионов человек в Северной Корее до сих пор являются христианами. Американские туристы под запретом в Северной Корее. У США и Северной Кореи сложные отношения. Ограничения в путешествиях между этими странами существуют уже многие десятилетия, но в 2017 году Северная Корея буквально сделала американских туристов незаконными. Это произошло после ареста и убийства американского студента Отто Уормбера в 2016 году. В начале 2016 года студент собирался приехать в Гонконг по программе обмена, а во время новогодних каникул заглянуть в Северную Корею. Отто забронировал тур по Северной Корее через китайское бюджетное турагентство Young Pioneer Tours, лозунг которого звучит как «Места, куда ваша мама вас бы не отпустила». Отец студента Фред Уормбер сказал, что Отто просто хотел получше узнать культуру страны и ее жителей, и что турфирма утверждала, что поездка безопасная. Но что-то пошло не так, и он был арестован. Затем юношу ударили по голове и доставили в США в мешке для трупов. Отпуска. Немногие жители тоталитарной страны могут позволить себе путешествия, но даже если бы могли, они все равно ограничены в выборе. Правительство понимает, что если их граждане покинут страну, они могут в нее больше не вернуться. И хотя у Северной Кореи и Китая есть хоть какие-то ограниченные отношения, граждане страны не могут посещать даже соседние государства. Предметы роскоши. Когда Совет Безопасности ООН ввел санкции против Северной Кореи в октябре 2016 года после первого в стране испытания ядерного оружия, в числе других мер Совет наложил эмбарго – запрещение на ввоз и вывоз иностранных товаров, на пользование имуществом, принадлежащим иностранному государству и тому подобное, на продажу и ввоз предметов роскоши в и из страны. Запрет был в первую очередь направлен на политические и военные элиты страны, дабы умерить их аппетиты. Совет Безопасности рассчитывал,
сказал, что после введения санкций элита, приближенная к лидеру страны, окажет на него давление и поможет добиться смягчения санкций путем сокращения ядерных и ракетных программ в стране. И хотя официально такие предметы роскоши, как спортивные автомобили и ювелирные изделия, запрещены в Северной Корее, семья Кимов попадает под множество исключений. Правительство незаконными путями пытается удовлетворить аппетиты своих верховных руководителей, а также продолжает развивать оружейную программу Пхеньяна, получать валюту и укреплять верность элиты нынешнему режиму. Именно благодаря приобретению предметов роскоши поддерживается режим Ким Чен Ына. Товар высокого качества, такие как ювелирные изделия, вино, ликер, автомобили, приобретаются через третьи страны, чтобы потешить лидера и подкупить верхний эшелон руководства страны, дабы сохранить его лояльность к нынешнему режиму. У северокорейской элиты нет проблем с приобретением этих товаров, если у них есть на это деньги. Международное сообщество все больше осознает, что у КНДР есть удивительно легкие пути для приобретения того, что им нужно, а также зависимость стабильности режима и предметов роскоши. Прически. По разным данным, в стране-изгоя для мужчин и женщин есть наглядное руководство утвержденных лидером Ким Чен Ыном приемлемых причесок. Удивительно, однако, что среди 15 представленных причесок нет известной прически самого Ким Чен Ына. Знаменитая стрижка лидера называется «амбициозная» и является недоступной для обычных граждан. Финский журналист Мика Макленнон сфотографировал 2 плаката, на которых, по его словам, были изображены стрижки, обязательные для визита в Пхеньян во время Дня Солнца. День Солнца – ежегодный государственный праздник в Северной Корее, на котором отмечается день рождения Ким Ир Сена, родившегося 105 лет назад. Некоторые источники сообщают, что общественные места патрулируют инспекционные подразделения. С приближением 70-летия основания северокорейского режима Центральный комитет дал специальные инструкции по искоренению несоциалистических явлений, таких как выбор одежды, моды и прически, ведь они не соответствуют социалистическому образу жизни. Недвижимость. Владение недвижимостью строго запрещено в Северной Корее. Фактически частное предпринимательство любого рода также официально запрещено в государстве-отшельнике. Любые бизнесы подвергаются наказанию. Поэтому черный рынок остается единственным способом для людей получить еду, лекарства и другие предметы первой необходимости, которыми правительство часто не может обеспечить своих граждан. По сообщениям, в последние годы Ким Чен Ын разрешил увеличить количество неофициальных частных предприятий в такой области, как добыча полезных ископаемых. Однако контроль над ними полностью остается у государства. Эта неофициальная экономическая либерализация помогла росту ВВП Северной Кореи, однако он остается равен лишь 2% от ВВП Южной Кореи. Технологии и продукты Apple. Продукты компании Apple и других западных технологических компаний в Северной Корее официально запрещены. Но, как и любой другой закон, он не распространяется на элиту страны. На одном из многочисленных постановочных фото Ким Чен Ына можно увидеть, как лидер Северной Кореи сидит за столом, на котором располагается что-то явно похожее на компьютер iMac. Любовь тоталитарного лидера к продукции Apple уже никого не удивляет. В 2015 году исследователи из Германии взглянули на красную звезду, собственную операционную систему Северной Кореи. Дизайн системы подозрительно похож на macOS, операционную систему производства Apple. Кабельное телевидение. Телевидение в Северной Корее контролируется Центральным комитетом радиовещания, отделом пропаганды и агитации Рабочей партии Кореи. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что у 98% семей в стране есть телевизоры. Однако на этих телевизорах только 4 канала, и все они контролируются правительством. Иностранная валюта. Северокорейская вона, по сути, абсолютно бесполезна, но официально граждане не могут использовать никакую другую валюту. Однако правящая элита пользуется долларами США, евро, японскими иенами и китайскими юанями, в то время как экономика страны продолжает страдать от многочисленных ударов международных санкций 2017 года, введенных для регулирования программы ядерных испытаний и запусков ракет. Иностранная валюта дает стабильность и возможность увеличить казну страны, чья национальная валюта практически не конкурентоспособна и используется только гражданами внутри страны для повседневных операций. Контроль рождаемости.
Контроль рождаемости в стране запрещен, так как диктатор Ким Чен Ын хочет, чтобы в его социалистическом государстве было больше рабочих. Однако бизнесмены и чиновники привозят презервативы из поездок по соседнему Китаю. Контрабандисты также наживаются на продаже презервативов, которые помогают предотвратить беременности и распространение заболеваний. А еще эти изделия запрещены к производству и продаже в Северной Корее и на въездных таможенных постах. Один торговец, путешествующий между Китаем и Северной Кореей, рассказал радио «Свободная Азия», что презервативы очень популярны среди граждан страны, а чиновники привозят их домой после командировок из Китая. Западная мода. Граждане уже вынуждены носить только одобренные режимом прически, выбранные среди недопустимых стрижек. Теперь им запрещено носить пирсинг, ведь это часть западной культуры. Правила также запрещают гражданам носить западную одежду, например, джинсы. Запрет в основном применяется в северных провинциях Хамгён и Янгандо, которые граничат с Китаем, ведь там у жителей закрытого государства больше информации о культурных тенденциях внешнего мира. На этом все, друзья. С вами был Google. Смотрите другие видео на моем канале, а завтра уже выходит новое, не менее интересное. Всего доброго, будьте здоровы, пока.